Приветствую всех, кто смотрит мой канал. По многочисленным просьбам подписчиков канала, сегодня будет показано видео, как на мотоблок Нива установлены диски от автомобиля Нива и установлена сельскохозяйственная резина F122 радиусом 16 дюймов. Удачного просмотра! Я думаю, что мечта каждого владельца мотоблока – это иметь такие колеса, которые на всех периодах эксплуатации мотоблока должны иметь хорошее сцепление с почвой. Это спашка, посадка, уборка урожая, транспортировка прицепов. Но если мы посмотрим штатные колеса от мотоблока Нива, где диски на 10 дюймов и диаметр колес вместе с резиной составляет где-то 46 сантиметров, то это, вы сами представляете, о сцепке с почвой не может быть и речи. Ну а теперь давайте порассуждаем, какие все-таки лучше установить колеса на мотоблок, чтобы добиться лучшего сцепления колес с почвой. Пролистывая страницы интернета, на глаза мне попалась шина сельскохозяйственная, модель F122 с достаточно хорошим протектором и диаметром более 70 сантиметров. Посадочный диаметр в этой шины 16 дюймов. О характеристиках я больше останавливаться не буду. Все вы их видите на экране. Это взятые данные из сайта производителя. Что хочу еще отметить, что шины комплектуются вместе и с камерой. Ну а теперь давайте поговорим, какие же диски лучше установить данные шины. Лучшим вариантом это оказались диски от автомобиля Нива. Их диаметр 16 дюймов и ширина 5 дюймов. И очень хороший показатель в этих дисках это ET, который равно 58 мм. Это величина выноса крепления диска к ступице от центра самого диска. Смонтировал шины на диски, приступаем к их установке на мотоблок. Устанавливать данные диски через переходники на штатные ступицы с удлинителями я не стал, так как уже удлинителей было достаточно выработка, да и больше возни, наверное, с переходниками. Поэтому я пошел по следующему пути. На пункте приема лома мне на глаза попалась труба достаточно толстостенная, 3 мм толщина стенок и внутренний диаметр 29,5 мм. Это так называемые котельные трубы. У них толщина, кстати, стенок достигает до 10 мм. И там же на пункте приема лома на глаза попались пластины толщиной 5 мм. И на них я уже и начал монтировать или будем изготавливать новые ступицы для своего мотоблок, чтобы ширина колейной базы в мотоблоке была где-то в пределах 60 сантиметров. Ну, для этого достаточно быстро прожег отверстия, варил эти трубы, прикладывая уголки, и довольно хорошая точность получилась. Ну, будем говорить, сложность уже следующая заключалась в том, как правильно сделать, разметить отверстие на этой ступице. Исходя из характеристик диска от автомобиля Нива, мы видим, что имеется 5 отверстий для крепления диска к ступице, и центра этих отверстий расположены на диаметре, который равен 139,7 мм. Обозначить этот диаметр на новой ступице можно и в домашних условиях, без применения токарного станка. Ну, в моем случае уже ступица с отверстием, поэтому я заклеил бумагой, одел ее на полуось, приложил к ступице упор и взял в руки карандаш, или же можно острый чертящийся предмет, чем тоньше, тем лучше. Вращаем нашу ступицу и производим черчение, будем говорить так, или отметку, которая будет и соответствовать нашему диаметру 139,7 мм. Ну, после того, как уже мы этот диаметр обозначили, нарисовали,
производим разметку отверстий. Ну, вариантов здесь несколько. Первый вариант — это можно положить сверху, поверх ступицы, наш диск и на глаз обрисовать эти отверстия. Ну, при этом точность будет незначительна. И я бы рекомендовал бы все-таки разметку отверстий произвести следующим образом. Если кто помнит еще из школьной программы, то мы знаем, что сторона вписанного многоугольника имеет определенный коэффициент по отношению к радиусу. Находим в нашем случае радиус 139,7 делим пополам, будет 69,85 мм. Умножаем на коэффициент 1,176 и таким образом мы получаем величину 82,143 мм. Это как раз и есть расстояние, чтобы разметить на этом диаметре, где будут отверстия в нашей новой ступице. Теперь, как же нам определить длину новой ступицы? Так, при расстоянии 270 мм от флянца нашей ступицы до отверстия, где фиксируется ступица в полуоси редуктора, расстояние между центрами колес на мотоблоке будет соответствовать 63 см. Но, как показала практика эксплуатации данных полуосей на протяжении года, что толщина стенок полуоси 3 мм недостаточно. Отверстие, где фиксировалась ступица из полуоси редуктора, постоянно разбивалось. Был уже найден кусок трубы более толще, с толстыми стенками. Ну, так получилось, что я не успел их установить, познакомившись с одним из токарей, тоже мотоблочников, который предложил мне и сделать уже новые ступицы на токарном станке, тем самым увеличил диаметр самой ступицы, которая входит в полуось редуктора. Ну, как вы видите, что крепление уже самой ступицы к полуоси мотоблоку осуществляется при помощи уже стопорящихся болтов. Сама ступица к полуоси довольно точно подогнана по диаметру. Таким же образом, как я раньше объяснял, была сделана разметка для наших отверстий под новое крепление. В моем случае, значит, креплю ступицу к колесам при помощи болтов. У меня остались отсчет 41 москвича, это болты на диаметром 14 мм. В вашем случае может быть это же и от классических моделей Жигулей болты диаметром 12 мм. Тут роли это существенно не играет. Плюс еще этой ступицы заключается в том, что когда она изготавливалась, еще на этой ступице, если вы заметили, изготовлено специально, будем говорить так, усадочный диаметр, который точно соответствует внутреннему посадочному диаметру нашего диска. Поэтому даже если есть какие-то незначительные отклонения, может быть соты или десятки свердловки самих отверстий, вот это посадочный диаметр точно устанавливает диск точно по центру. Диаметр заготовки под изготовление флянца нашей ступицы должен быть в пределах 20 сантиметров. Можно также приварить и готовую ступицу от автомобиля Нива, у кого какие есть возможности. Ну, что хочу еще сейчас показать вам, что сейчас у меня уже диаметр наружный, будем говорить, полуоси составляет более 55 мм, а толщина стенок где-то порядка 12 мм. То есть это уже, я думаю, что такая толщина не даст возможности изнашиваться как и самой полуоси, и самой ступицы. Ну, для того, чтобы более увереннее шли колеса, там же на металломе были подходящие, как говорится, маховики от каких-то автомобилей, которые довольно удачно без люфта
сели во внутренний диаметр наших дисков, были установлены. Таким образом улучшилась сцепка еще лучше с почвой. Что хотел бы еще вам бы отметить и показать, что я уже отказался от штатных фиксаторов, а для того, чтобы фиксировать нашу новую ступицу и с полуосью редуктора, использую уже полнотелые болты, которые имеют диаметр 10 мм, там, где нету резьбы. И дальше этот болт затягивается при помощи самоконтрящейся гайки. Люфтов практически нету, рывков на редуктор тоже практически нету. Колеса снимать приходится, наверное, только раз в сезон. Это когда мотоблок переходит в режим фрезерования почвы. Поэтому с этими колесами я его использую везде, на любых участках. С ним не страшно поехать ни по тротуарной плитке, ни по газонной траве, ни по асфальту. Поэтому судить самим, стоит ли ставить такие колеса на ваш мотоблок. Тяга увеличилась, будем говорить, довольно сильно. Мотоблок стал идти намного увереннее, стабильнее. Практически отсутствует любая пробуксовка при любых нагрузках. Для того, чтобы уменьшить обороты или уменьшить скорость мотоблока, пришлось один из ручьев шкива уменьшить до 60 мм. Я так думаю, уже у многих комментариях напрашивается вопрос, как долго и настолько хватит этого редуктора. Хочу еще всем сказать, что впервые редуктор ремонтировался после первого года эксплуатации на штатных колесах. Была замена цепи, так как она разорвалась. И следующий уже, будем говорить, плановый ремонт или осмотр был сделан и перед установкой этих колес, то есть после 16 лет эксплуатации мотоблока. При этом были заменены все внутренние бронзово-латунные втулки, сальники, подшипники остались родные. Я так думаю, в перспективе я еще, может быть, сделаю разборку редуктора и произведу замену цепи на новый. И при этом отпишусь, расскажу вам, какое состояние редуктора после эксплуатации на таких колесах. Поэтому в конце ролика я хочу всем пожелать успехов, творческих успехов, удачи во всем. Смотрите видео, впереди еще будет много интересного. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи!